Всем привет, друзья! Привет! Вы на канале «С города на дачу». Это утро встречаем с вкусным кофе, чтобы так немножко взбодриться и настроиться на работу. Да? Под прошлым видео было очень много добрых и хороших комментариев о том, как преображается наше крылечко. И вот был один интересный комментарий у нас, что, ребят, все здорово, все круто, замечательно, но вот это вот окошко, как гнилой зуб во рту. И мы, в принципе, с этим согласны. Действительно, не смотрится и не подходит к нашему новому крыльцу. Да, и мы уже заказали новое окно. Вернее, мы заказали еще недели 2-3 назад, и оно уже пришло. Сегодня поеду заберу и будем ставить это окошко здесь. Должно быть получиться красиво. Да, главное, не испортить теперь вот это все, что вы уже сделали. Но я надеюсь, у нас все получится. Да, мы будем аккуратно. Будем стараться. Вообще, Ром, смотри, я так думаю, что мы мучиться сильно с ним не будем. Тут вот на 4 гвоздях, видишь, вот по бокам и здесь, вверху и внизу, держится это окошко. Поэтому вытащить его будет не так проблематично. Ну, это мы так думаем в действительности. А как оно держится, может оно еще с боков забито, и может еще подоконник с той стороны. Ну, сейчас буду пробовать разбирать, а потом уже посмотрим. Во время пожара, как видите, это окно сильно нагревалось, и все стекла потрескались. Поэтому вначале, думаю, вытащу везде штапики, аккуратно сниму стекла, а потом уже буду и само окно снимать. Так, у нас здесь на подоконнике, вот мы ходили на прогулку и нашли, уже в принципе отцветает у нас такая трава лечебная, или целебная, или лечебная, бессмертник. Вот он так выглядит, немножко подсушился, но я сейчас еще его разложу в другом месте. Так, уберу котика, расческу для котиков и гвоздики с ремонта остались. Вот, сниму вот эту занавесочку. Вот тюль, и покажу, какие у меня тут подоконники. Вот такие здесь деревянные подоконники. Я делала для них накладки из белого такого светлого линолеума. Очень удобно, очень выручили. Когда я делаю генералку, очень удобно, тряпочкой смахнул, и все, никаких проблем. Пыль все вытирается хорошо. А вот на таком стареньком подоконнике оно все забивалось, как-то неудобно вытирать, и он такой какой-то страшненький, уже реставрации не подлежал. Так, ну получается, Вика была права, что держится только вот на этих 4 гвоздях. Так, ну что, вытаскивается. О, окно в Америку. Красота. Так, окно мы заказали 92 на 62. Такс. Ага. Такс. Ну здесь чуть больше. Значит, придется снимать и вот эту раму. Так, сейчас вот эти. Вот. Внутреннюю раму. И еще та, которая прям к стене. Ее тоже нужно будет убирать, выламывать, чтобы окно наше поместилось. Наверное, нужно пойти взять гвоздодер, бо отверткой буду долго мучаться. А тут процесс вовсю. Рома, смотри, а вот эту вот деревянную раму будем снимать? Да, это тоже придется снимать. Откосы, да, вот Да, эти? потому что окошко у нас, как я говорил, 62 на 92. Вот, и чтобы оно вместилось. Ну, зато, может быть, как раз будет пошире.
Потому что если мы вот эти оставим, оно вообще маленькое будет. Вот эти, как они, края, да? А в наличнике или что это? Ну, что-то такое, да? Вот. А эти края, рамы еще пластиковые, вообще маленькая окошко будет. Так что нужно их снимать все равно. А может быть, не будем торопиться? А то знаешь, как бывает, у нас свои 90, 60, 90, а в них свои. Привезут какое-то маленькое. Ничего. Может быть, потом Доделаем. доделаем. Ну, хорошо. А мы сейчас с Ромой собираемся ехать в город по делам и хотим еще навестить родителей. Вы знаете, они у меня тоже дачники, и вот между всеми делами очень сложно нам сейчас встретиться, поэтому сейчас поедем к ним. Подготовили кое-какие подарочки для них. Меня мама давно просила подобрать для нее хорошую антивозрастную косметику. Задача оказалась, конечно, непростой, но кое-что я для нее подобрала и сейчас вам покажу. Ну, а выбрала я вот такой антивозрастной набор по уходу за кожей лица от компании Peplus. Ну, первым, что бросается в глаза, это красивая такая упаковка, очень стильная, отличный вариант для подарка. Здесь красивая не только коробка, посмотрите, флаконы и баночки все в одном цветовом сочетании, выглядят стильно, их можно не прятать, они могут послужить хорошим украшением для вашего туалетного столика. Что же касается содержимого, так как это антивозрастной косметический набор, он содержит пептиды и различные растительные экстракты. Подробный состав указан здесь на упаковке, на каждый продукт отдельно. Итак, первый продукт – это тонер. Он обещает увлажнение, смягчение, подтягивание и питание. Имеется удобный дозатор. Тонер выглядит белого цвета и, я бы даже сказала, напоминает молоко. По текстуре очень легкий, приятный, быстро впитывается, и такой тонер подойдет для любого типа кожи. Содержит витамин С, а также много натуральных экстрактов, среди которых экстракт пиона богат салициловой кислотой, поэтому хорошо борется с проблемой кожи от купероза. Следующее средство – это эссенция. Она, в отличие от тонера, имеет меньшее количество ингредиентов. По текстуре напоминает легкую воздушную эмульсию, которая мгновенно впитывается в кожу, помогает уменьшить количество морщин, выравнивает тон кожи, минимизируя пигментные пятна. Эссенцию можно использовать не только как комплексный продукт, а и как дневной крем для жирной кожи. А теперь переходим к крему против морщин. Он обещает питание, увлажнение сухой кожи лица, восстановление упругости и эластичности. Крем имеет окклюзивные компоненты для возрастной кожи. И после тестирования я вам скажу, что для тех, у кого сухая кожа, этот крем настоящая находка. После его применения кожа станет более увлажненной, никакого ощущения сухости, а также появится естественный блеск. А завершающей вишенкой на торте у нас выступает крем против морщин с пептидами для кожи вокруг глаз. Это экстра плотный крем, он обладает эффектом лифтинга. По своему опыту скажу, что этот крем очень плотный. Его стоит наносить совсем чуть-чуть, впитывается в течение нескольких минут, после которых вы почувствуете ощущение подтянутости. Этот крем со своей задачей справился на отлично. Я с удовольствием сделала обзор для корейской косметики P+. Она мне подошла, и я уверена, что моей маме она очень понравится. Кстати, каждый продукт можно приобрести отдельно, ссылочки я для вас оставлю в описании под этим видео. Ну а всем желаю быть красивыми и здоровыми. Всем привет! Я сейчас нахожусь на стареньком балконе старой родительской квартиры. Жара здесь, конечно, как у нас на даче в парнике. Почему я сюда приехал? Потому что соседи позвонили и говорят, у вас оконный блок этот выпадает. Сейчас я камеру переверну и покажу, как это все выглядит. Так, вот так выглядит этот балконный блок. Видите, насколько вверх уже отошел, наверное, сантиметров на 5. И боимся, чтобы, конечно, он вообще не выпал. Поэтому что-то сегодня буду с этим делать. А это, кстати, окно, в которое мы выглядывали все детство. Вот там моя старая школа, тогда я проходил 10 лет. Видите, там за деревьями. Ох, детство, детство, ты куда ушло? Конечно, самым идеальным вариантом это было бы заменить этот блок на новый пластиковый, но я поспрашивал, в общем, там в 100 тысяч мы точно не влезем, сейчас таких денег нет, поэтому я взял вот, стоят у меня, видите, деревянные рейки, это я пройдусь стекла с той стороны, снаружи, а вот эти, это железный уголок,
я тоже присверлю его вот сюда, по краям, сверху и с того тоже левого края. И попробую прикрутить на саморезы. Саморезы взял хорошие и тоже взял анкера, чтобы вот этот бетон закрутить. Так, закрепил я балконный блок. Сейчас покажу, видите, вот хорошо все выровнялось и наверху, и с боков. Сейчас ближе покажу, как получилось. Вот так теперь все хорошо будет держаться. И никуда не денется, и никто не пострадает на улице. Саму работу я не снимал, потому что здесь очень жарко, приходилось футболку снимать, а стриптиз тоже не хотел показывать. Кстати, крепил я вот на такие анкера. Видите, они хоть и небольшие, но очень хорошо держатся, потому что тут плита такая очень твердая, бетонная. Впервые такими пользуюсь. Забиваешь вначале в эту шляпку, а потом молотком бьешь вот эту выступающую часть. И получается в конце оно хорошо очень распирается и хорошо очень держит. В этой стороне забил по 6 анкеров, справа, сверху и слева, так что думаю продержится еще пару лет. Кстати, по пальцу только один раз ударил, это я считаю успех. Фух, немножко поработал здесь, поеду на дачу. Фух. Приехали мы из города и привезли все посылочки для ремонта вот здесь у нас на кухне. Вы знаете, что я собираюсь здесь делать бюджетный ремонт, поэтому я приобрела обои, также наклейки для рабочей зоны и, конечно же, вот такой круглый обеденный стол. Я давно мечтаю о том, чтобы здесь вот на кухне был небольшой обеденный круглый столик. Наконец-то мечта моя сбылась. Ремонт на кухне я буду показывать уже в следующем видео. Но если вам заранее интересно узнать, как выглядит стол, а также какие обои я выбрала, переходите на наш телеграм-канал. Ссылочку я оставлю в описании, также в комментариях. Поэтому переходите, смотрите, там мы сможем с вами пообщаться. Но сегодня я хочу убрать все лишнее со шкафов, все подготовить, чтобы ничего мне не мешало клеить обои. Также подготовлю пол, он нужен мне чистым для того, чтобы здесь работать с обоями и не бегать в другую комнату. Здесь клеить обои я не буду, как вы помните, вся рабочая зона у меня была отделана вот таким белым кирпичиком, но уже белый кирпичик я не хочу. Вы знаете, как здорово, что пока здесь еще нет капитального ремонта, я могу что-то попробовать, преобразить и уже на будущее подготовиться и подготовить правильный дизайн для той кухни, которую я хотела бы здесь видеть. Поэтому на данном этапе ремонта я хочу теперь попробовать не однотонное светлое, а что-то вот цветное, типа вот таких сот. Ну и время покажет, понравится или нет. Ну и сперва приступим к уборке этих пустых баночек, которые уже очень мозолят глаз. Также берем декоративную посуду, которая находится на поверхности буфета и шкафчиков. И скажу честно, что поначалу мне очень нравилась такая расстановка, но со временем она стала немного мне поднадоедать. Поэтому после ремонта нужно придумать что-нибудь новенькое. А я пока Роме сейчас не нужна. Пойду кое-что хочу сделать. А для того, чтобы это сделать, надо кое-что найти. Поэтому возьму с собой сейчас вас. Так, а идем мы вот сюда. У нас тут такая свалка ненужного, а потом он нужный обязательно. Так, стульчик у нас тут. Многие говорили его отреставрировать, но пока руки не доходят. Но он крепенький, лежит здесь себе. Вот, отдыхает, ждет своей переделки. Мы когда-нибудь займемся им. Очень тут все еще такое. Подшлифовать бы его, да, вот заменить сиденье и покрыть лаком. Так что он не на выбросе, если что. А мне нужно, что мне нужно? Мне нужен вот этот тазик. Вот, очень старый, ржавый, дырявый тазик. В общем, что я хочу сделать? Мы купили фонтан. Маленький такой, я покажу, на солнечных батарейках. Вот, и мне нужно сделать какое-то основание, подготовить емкость для воды. Ну, в общем, вот такую декоративку сейчас мы с вами будем
делать. Ну и вначале я хочу вымыть все это безобразие, очистить полностью таз от грязи и пыли. И глядя на него, на все его дырочки, и не знаю, получится ли у меня подарить ему новую жизнь, ну, отступать уже некуда, так что давайте посмотрим, что у нас получится. Пока там тазик высыхает, я сейчас пойду возьму все необходимое, чтобы там залатать дырки. Для этого мне понадобится широкий скотч специальный, и потом уже приступим к покраске. Вот такой вот скотч остался. Рома таким скотчем заделывал дыры в ванне и вроде бы не пропускает. Поэтому кусочек остался, что он будет лежать без дела. И буду использовать для покраски вот такую эмаль молотковая, античное золото. Тоже стоит без дела, поэтому мы ее пустим в ход. Возможно, такой таз можно было отремонтировать с помощью кусочка ткани и цементного раствора. Но нет, я пошла более легким путем, потому что у меня есть вот такой скотч. Да и времени у меня ушло на эту работу намного меньше. Наступает самый интересный момент – это покраска. Ну и, конечно, перед покраской проверяю, нет ли дырочек, которые я не заметила. Размешиваю краску, и вот такой вот цвет у нас должен получиться. Краска у меня молотковая, поэтому поверхность не совсем гладкая, но в нашей переделке это даже очень хорошо. Крашу в 2 слоя, и в момент покраски замечаю, как преображается этот старый таз. Вот уж действительно преображение на лицо. Из старого ржавого дырявого таза у нас получается вот такая золотая чаша с античным уклоном. Но пока краска сохнет, я пойду заниматься делами огородными. Слово передаю Роме, потому что у него там тоже кое-что интересненькое для вас. Вчера к нам приехали друзья и попросили сделать поддон под пластиковый бак. Под баком там еще будут проходить разные трубы, насос. Вот, поэтому поддон нужен. Вот дали такую трубу 20 на 40. И также размер дали, вернее сам чертеж. Сейчас я его покажу. Сам поддон будет размерами 58 на 58. И один край такой должен быть закругленный. Тоже попробую согнуть эту трубу на трубогибе и все сварить. Вначале порежу металл по размерам, а потом уже буду приступать к сварочным работам. Так, закреплю струбциной, чтоб не бегало. Все. Так, вот это ножки, а вот это сам поддон будет. Раз. 2, вот так 3, 4, а вот здесь должно полукругом идти. Так что пойду сейчас еще возьму трубогиб и согну такой кусок. Самое непростое дело на моем участке — это сделать ровную площадку, чтобы варить ровные изделия. Потому что участок под наклоном, вот, если сейчас так покажу, то вот примерно вот уровень. Нужно еще тот угол подровнять и этот. Так что сейчас принесу кирпичи, шлакоблоки, может быть, подровняю, потом уже буду варить. Решил я все-таки воспользоваться железными элементами, потому что трубы у меня разные есть. Вот эта большая, там поменьше. И вот, если вам видно, то уже уровень. А я сейчас с собачками иду собирать груши. Тут недалеко от нас растет груша, осыпается, но она ничья. И зачем добру пропадать? Поэтому сейчас пойдем и пособираем. Пойдем. Персик, 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 догоняй. Беги, беги, мальчик. Идем, пойдем. Ой, Веснушка, пойдемте. Персик. Вот посмотрите, как ее много. Ну, жалко, что она пропадает. Сейчас буду ее собирать.
вкусно. Очень вкусное варенье будет с этой груши. О, так, все. Собрала груш. Меленькие, правда, но ничего. Зато будет варенье. Все, пошла. Так, собачки. Альфа, Жужа, Персик, Персик, пойдем, Веснушка. Все, охранницы. Веснушка, ждешь? Пошли. Так, прикрутил я к столу турбогиб. Теперь просовываем профиль. О, хорошо подсовывается. И потихоньку буду накручивать и прогонять туда-сюда, вправо-влево. И, соответственно, буду проверять, как же оно будет гнуться. Вернее, примерять на ту сварочную конструкцию нашу. Теперь примеряем. Опа. О, практически идеально, да? Немножко здесь подшлифую, чтобы хорошо оно заходило. И все. И можно обваривать. В этом году из-за засухи, конечно же, плоды все очень маленькие, поэтому с грушами возилась я до позднего вечера. Но это ничего страшного, потому что в такой момент я останавливаю время, смогу посмотреть какую-нибудь передачу, которую давно не смотрела, ну и порадоваться за то, что, несмотря на плотный график, в этом году у меня получается еще и приготовить заготовки на зиму. Вот такая получилась подставка под бак. Надеюсь, им тоже понравится. Вроде бы устойчиво. Получается, вот это будет угол заходить, вот это две стороны, а вот это вперед. Чтобы ногой не биться об угол, сделал его такой закругленную. Мне сказали, что бак будет белым, поэтому и эту подставку сейчас тоже покрашу в белый цвет. Кстати, видите, вот здесь в центре еще одну ножку дополнительную сделал, потому что бак все-таки на 400 литров, чтобы вдруг со временем не продавило. А так будет устойчиво. Получается сколько? 6 ножек. Ну, думаю, будет хорошо стоять. Так что сейчас покрашу и посмотрим, как будет выглядеть. Уже ночь, вот дорезала я груши и немного добавила яблочек. В принципе, никогда раньше не смешивала их вместе. Засыпала сейчас все сахаром, накрою крышечкой. Что-то она какая-то подпачканная. Сейчас полосну. Так, ну и здесь вот на уличной печке оставлю готовиться. Как раз вечер, прохладно. Ой, а здесь у нас так красиво. Посмотрите, розочки. Супер. Ну, плохо, конечно, передается все. Тома рядом со мной. Тома, Том. Вот такое получилось у меня варенье. Такое мармеладное почти. Осы летают. Вот. Я сейчас еще раз включила. Прокипячу его и буду закрывать по баночкам. Так, Викочка достала уже фонтанчик. Вот такой фонтан увидели на маркетплейсе. И вот, в принципе, с этого и появилась вот эта идея сделать такой вот у себя декоративный фонтан вот из старого корыта. Вот живем в таком жарком регионе, и хочется, чтобы вот что-то журчало, что-то вот
водичку, в общем, хочется слышать. И когда увидели такой вот фонтан на солнечных батарейках, если что, это не реклама, это просто вот увидели, влюбились и решили сделать. Вот. И И вам такая захотели. вот идея, да. На солнечных батареях, как уже сказала Вика, немножко переворачиваешь, и он уже начинает работать. Трынь, трынь, насосик Растет, этот, хочет да. уже. Да, поэтому Водичку. нам нужно тут определиться сразу с насадками. Несколько насадок, вот такая одинарная, тут 5 штук, а эти побольше. Мелких, да, а эти такие. А это крупные покрупнее. водички. Давай вот этот Да, большой. да. Так, сейчас Есть? оденем. Вот так вот одевается. А Отлично. это воду пускается, да? Не, а это тут внизу. Получается А, тоже раз так. Да. а, Это вот такой как. мини-насос. Даже с С фильтром. фильтром, да. Да, 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 да. А потом вот так вот опускается на воду. Вы придумали же такую штуку? Так, куда его? В мяту? А вот туда, да, там местечко есть? Ага, тут немножко суховатое Вот местечко. есть, Оба! да. Так, давай, чтобы хорошо стояло. А ну, Маша, дай Маше О. водичку. вот теперь набрать, давай. О, идеально. Как раз, да? Жужжит. А ну, давай, Пробуем. ложи. Или клади. Ой. А, солнышко мало. Солнца мало, и поэтому оно М, не дает ему хорошо работать. Еле-еле бзык, бзык, бзык. Так, сейчас я его вынесу, этот тазик, на солнце, и мы там проверим. Хотя бы проверить, как он будет работать. Ну, немножко получше. И такой каличный. А да, где больше нужно солнца? больше солнца. Вот там больше солнца. Ну, пойдем. Возле подсолнухов. Да Пойдем. пошли. Ну что тут наш рахитик работает? Еле-еле. Еле-еле. Так, ну давай сейчас сниму. Это Ну, я думаю, что, Рома, знаешь, вот завтра маленькую будет... поставлю, подожди. Давай. Завтра будет очень сильное солнце. О, А, фонтан! вот даже как. Слабенькое Ну, хотя солнце бы вечером. так, да. Поэтому оно не очень хорошо работает. Ну, О, это будет вечерняя насадка, а утренняя, дневная, вот, да. ой, Что это? сколько мы на эту штуку потратили? 400 рублей? Ну, где-то так. Или 380, что такое? Смотри, вот это фонтанище. Зато фонтан теперь у нас. Да. Мыль не мыль, деньги платили. Не, я думаю, если будет хорошее солнце, должен и фонтанчик помощнее быть. И тогда на вот эти все 10 дырочек тоже должно... Будет Ну. выжимать, да? Да. Ну, прикольно. Но мы еще заснимем завтра утром. Да. Покажем, как оно может быть. Мгм. А мы сегодня так хотели показать вам, как работает фонтанчик. Ждали, что будет солнышко, а солнышка сегодня нет. Ну ничего, пасмурно и дождик это тоже хорошо. Вот. Ну и я забыла разложить на дно вот такие морские камешки, которые мы привезли с моря. Поэтому сегодня разложу камешки. Ну а завтра до выхода видео, если будет солнышко, то обязательно еще пристроим сюда фонтанчик и покажем наконец-то и сами посмотрим, как же он будет работать. Подставка под бак уже подсохла. Теперь осталось вот такие, как они, заглушки одеть на низ, чтобы плитка не царапалась. Так. Вот так. Еще не так-то просто их одеть. О, красота. Практически мебель. Единственное, что я не учел, так это то, что, наверное, должен был вот этот профиль быть сверху, находить на этот, чтобы не было видно вот этой дырки. Ну, теперь не знаю, что делать. Есть тоже вариант заглушками закрыть. Вот, но у меня, к сожалению, одна осталась, а отверстия два. Ну, хозяин уже сам решит, что он захочет. Покажу, сколько баночек получилось у меня с вареньем. Вот такое оно вышло густым.
И, кстати, меня еще соседка приглашает тоже пособирать у нее груши, яблоки. Поэтому, если будет время, еще тоже пособираю у нее и закрою варенье. Так, ну отнесу. Это не полная баночка, скорее всего, что я ее ставлю. Мы ее скушаем с блинчиками или оладушками. Так, ну а эти баночки сейчас пущу в погреб. Так, подготовили мы проем для окна. Вон Вика уже там выглядывает. А вот и само окно привезли. Так, сейчас покажу. Чуть-чуть повыше подниму. Мы тоже захотели здесь еще, чтобы была такая пленка. Она будет зеркалить отсюда, с улицы. И не так будет жарко в коридоре. Да? Вот, так что всякие наклейки сейчас поотдираем и будем примерять. Ты будешь держать оттуда, а я отсюда. Пошла обратно на свое место. Так. Не, наверное, туда буду я оставлять. Хорошо. И там давай. еще уровень Мгм. подготовлю как раз. Подожду. И проверим вообще проем, насколько он кривой или ровный. Проверим сейчас. Сейчас еще уберем всю эту пыль. Несу уровень и померяем проем наш. Так, сейчас поставлю и проверим, какой у нас проем, кривой или ровный. Так, сейчас посмотрим. Ну, проем получается по бокам практически ровный. Сейчас еще немножко подниму, посмотрю вниз основания. О, ну глянь, да? Глянь, ровное окно, Почти там. вернее, ровный проем, и поэтому мы не должны будем сильно мучиться с окном Да. нашим. Так, ну давай теперь поставлю и посмотрим, как будет. Так, где-нибудь Стоит. тут? Давай ты тут, а я оттуда. Давай. Вот такое довольно тяжеленькое. Так. Все умещается. Смотри, даже вверху есть расстояние, внизу и по бокам. Так что как раз можно будет хорошо выставить. И потом, Запенить. да, запенить и прикрутить к бокам и кверху. Красота. И мыть удобно будет. Со всех сторон решили прикрепить вот такие вот крепления. А потом вот эти стороны в стену, чтобы хорошо держалось. И никто не вытащил. А то подойдут, раз вырвут и все, и выпадет окно. Устанавливаем наше окно, с помощью деревянных брусков выравниваем его по уровню и фиксируем. Ну а далее закрепляем металлические крепления в проеме с помощью самореза. Ну а теперь будем запенивать все щели. Взял такую монтажную клей-пену. Не знаю, буду пробовать ей. Она не сильно расширяется, поэтому где так мало, вот ей пройдусь. И подоконники тоже пройдусь ей снизу, и там, где лифт, тоже пройдусь ей. А где уже большие отверстия, если вдруг это не хватит, тогда обычной монтажной пеной. Проверяем наше окно, вернее подоконник, как держится хорошо. О, отлично. Что теперь осталось? Теперь осталось сделать откосы. Здесь изнутри дома мы хотим сделать их такими квадратными. Получается, вырежу из листа гипсокартона вот здесь кусок такой прямоугольный и здесь. В середине немножко запеним, а Вика уже зашпаклюет, потому что специалист по шпаклевке это у нас Вика. Так что здесь сделаем прямоугольный, а там на улице мы хотим сделать вот так вот под углом, потому что сам откос он такой очень маленький и будет очень неудобно такой квадратный делать. Поэтому так под углом сделаем и тоже Вика зашпаклюет все аккуратненько. Поэтому сейчас лишнюю пену я уберу. Вот, ровно
на ширину, так сказать, пальца или гипсокартона, чтобы лист становился, так сказать, за подлицо окна. Может быть, чуть-чуть будет выступать, это еще лучше. Так, кусок гипсокартона у нас после всех ремонтов остался. Как раз вот такой. Сейчас замеряю высоту окна. 96,5. Ну, а ширину сделаю, ну, наверное, сантиметров 6. Поднимаем и отламываем. Оп, есть. Теперь осталось здесь прорезать с другой стороны. И все, и можно примерять на откос. Все отлично подходит. Вот так вот кусок, а второй делаем вот так. Потом может быть какой-то еще уголочек, но это посмотрим. Теперь отрезаю остальные и будем делать. Хорошенько надо пену заболтать. Так. Ну вот эти откосы буду клеить не на монтажную пену, а на клей пену, потому что она расширяется меньше, чтобы не выдавила. Так. Сейчас смочим. И это чуть-чуть. Надеюсь, гипс не раскиснет. Хорошо, что под крышей, да? Потому что если вдруг будет дождь идти, то оно не размокнет. Так, ага. Так, по чуть-чуть намажу, лишь бы приклеилось. Так, чего-то не хочет. Давай, у нас всего 6 откосов. О, молодец, хорошая пена. Чего ж ты не хочешь? Вроде сболтал хорошо. Ой, неужели воздух вышел? Это будет не очень хорошо. Да, наверное, вышел воздух. А пены еще пол этого осталось. Жалко. Давай. Все. Ну, да. Тогда будем на обычную пытаться. Лишь бы здесь газ не вышел. Совсем немножко. Так, и пробуем придавливать. Так, где верх, где низ? Наверное, вот это низ, а это верх. Так, ну, давай. Схватывайся хорошо, потому что у нас одна попытка. Самое главное подольше подержать вот этот верх. Потому что здесь с краев оно хоть внизу держится, стоит, а сверху ни на чем не держится, на одной пене. Ну, еще может тут, вот тут справа, на правом листе. Постою суток двое, потом отпущу и будем шпаклевать. Друзья, у нас сегодня солнышко, и я бегу наш фонтанчик применить. Давай, Так. давай. Он уже гудит. Так, сейчас солнце будет. О, немного помощнее, да? Ура, у нас настоящий фонтанчик. Заряжайся, заряжайся, давай. Вау, ничего себе, Рома. Да, смотри. Заряжайся, заряжайся. Видишь? Ух ты. Солнце мощнее светит, и тогда сильнее работает. Это прям то, что мы ожидали, да? А ну, а я сейчас другую насадку одену. Ну, подожди. Давай. Оп.
Так, оно с другой насадкой. Так, посмотрим. А ну давай. Давай. О, О, какая красота! настоящий фонтанчик. Да. Тебе нравится? Ага, класс. Вот придумали игрушечку. Не, ну красиво же. И журчит. На солнце прям, да, сразу? Да. Не то, что вечером какой-то рахитик у нас получился. Это еле-еле бзынь-бзынь. Сейчас уже красивее. Супер. Супер, Ну, да. пускай журчит, да? Вот так вот, да, из мусора получилось. Ну, не фонтан сам, но, по крайней мере, вот такая чаша красивая. И сам фонтан, да, вот недорого стоит. Да. Ой, ребят, такой релакс вообще. Он еще, знаете, вот так ветром кружит, и брызгами он поливает и орошает вот здесь травку вокруг. Красота. Так, ну а я сейчас буду шпаклевать вот эти откосы, штукатурить и шпаклевать. Но, скорее всего, что я уже не успею к выходу этого видео, поэтому всю эту работу и конечный результат я покажу уже в следующем видео. Ну, а сейчас я попрощаюсь с вами, друзья. Вот, буду спешить выпускать это видео. Знаю, что вы его очень ждете. Так что до скорых встреч. Пока-пока. Деревянная. Не дает ему хорошо работать. Куда мы деньги потратили?